Привет всем поклонникам красоты, а также поддержания своей молодости и красоты. Сегодня я буду делать себе биоревитализацию специально подобранными препаратами и для меня. Итак, мезотерапию я включаю в свой базовый уход как дополнительный источник питания кожи. Поэтому это мой осознанный выбор. Каждый делает его для себя. Почему я выбираю именно биоревитализацию для моей кожи? Потому что, находясь в Испании под воздействием высоких температур, происходит денатурация белка. То есть коллаген и эластин теряют свои полезные свойства, как оно задумано природой. Плюс, поскольку в Испании очень много ультрафиолета, то, соответственно, происходит фотостарение, что тоже неблагоприятно сказывается на коже местных жителей, ну и моей в том числе. Поэтому препараты, которые я сегодня буду использовать, они направлены на дополнительное расслабление, скажем так, мышц, дополнительно плюс увлажнение и питание кожи, а также защита от ультрафиолета типа С. Поэтому будем сегодня начинать. Данную технику я буду использовать сегодня папульной и бугорковую. Поэтому важно тщательно подготовиться. И я не рекомендую делать инъекции в лицо, если вы не знаете анатомию и не знаете, как вообще работать именно с инъекциями. Поэтому обращайтесь лучше именно к специалисту, который грамотно и правильно все это сделает. Итак, поскольку лицо нужно подготовить, что мы и будем делать? Лицо мы сейчас подготовим. Поскольку я не провожу обучение именно по мезотерапии, то, соответственно, я не буду сильно комментировать, что конкретно я делаю. Но важно соблюдать правила асептики и антисептики, потому что если вы будете эти правила нарушать, то, соответственно, риск получить осложнение крайне-крайне возрастает. Поэтому будьте с этим крайне-крайне аккуратны. Итак, препарат я буду набирать 2-граммовым вот таким шприцом. И, соответственно, таким образом протыкаем пробку. Чик. Поскольку в мезотерапии не используются вот такие здоровые иглы, я использую тоненькую малюсенькую иголочку 4 мм на 32 G. Это специально тонкие иглы именно для мезотерапии. Здесь у меня 2 мл препарата. Это более чем будет достаточно. И после того, как мы уже подготовили наше лицо, можете начинать откуда там удобно. Поскольку я левша, то, соответственно, я буду колоть себе левой рукой препарат. Ну вот вы можете видеть, как у меня на лице надуваются папулки. То есть именно здесь у меня техника папульная. То есть так, оп, стоять, куда побежала. То есть я использую папульную технику. Самая одна из безопаснейших техник. Но можно использовать еще линейно-ретроградную, точка за точкой. Все зависит от того, какой у вас в руке препарат и какой вы хотите получить эффект. Так что считаю мезотерапию дополнительным источником питания кожи. Я ни в коем случае не
пропагандирую колоть всем в массы лицо. Я считаю, что это нужно делать только по показаниям и, скажем так, по добровольному согласию и по вашим убеждениям. Поэтому каждый выбирает то, что ему нравится, я считаю. Если вы можете начинать с массажа, то да, пожалуйста, это очень тоже массаж классная альтернатива. То лучше используйте все максимальные возможные источники работы над своим лицом. То есть я дополнительно использую еще и мезотерапию. Массаж вещь на самом деле классная, крутая. Самый такой универсальный способ поддержания естественной молодости. Ну и дополнительно ухаживать за своей кожей лица. Когда делаете мезотерапию, кожу лица нужно натягивать. Так будет вам проще колоть. Да, чуть-чуть я простыл, потому что в Испании здесь погода вообще просто непредсказуемая. И бывает так, что ты днем выходишь жарко, а вечером очень-очень холодно, поэтому ты не знаешь даже, как одеваться, потому что погода крайне-крайне непредсказуемая. Итак, сюда чуть. Угу. Поскольку у меня высокий болевой порог, то я себе лицо колю без анестезии. А так обычно можно использовать любой анестезирующий крем, в составе которого будет лидокаин и прокаин. Это основные ингредиенты для анестезирующего эффекта. Ну, кожу я чувствую уже, как начинает напитываться. Прям вот реально я ощущаю. Что? Лучшее лечение это профилактика, я считаю, потому что лечение обходится потом очень-очень дорого, а профилактика это самая лучшая вещь. Ну, вот такая красота получается. Ну, примерно у меня ушло где-то 1,5 миллилитра на вот всю половинку одного лица. Ну и поскольку у меня еще присутствуют рубцы постакне,
то мезотерапия дополнительно с коллагеном, она очень хорошо помогает эти рубцы немножко сгладить. Также при рубцах постакне хорошо помогает фракционная мезотерапия. Также можете использовать мезороллер с определенным количеством сыворотки, в зависимости от того, какой вы эффект получите и хотите получить. Мезороллер вообще классная, универсальная, недорогая вещь, которая помогает и вашей коже становиться лучше, и дополнительно стимулирует выработку коллагена и эластина в вашей коже, и плюс он хорошо разглаживает мелкие мимические морщинки. Поэтому я уже почти тут первую часть закончил своего лица. Ну вот примерно вот так. Теперь осталось пройтись по зонам, где я не прошел, либо уделил мало внимания. То вот здесь чуть-чуть осталось. Здесь. Пройдемся, где носогубка еще. Так вот. Ну, осталось где-то совсем чуть-чуть. Поэтому додавим сегодня весь препарат. Иголку мы сейчас поменяем и добавим еще препарата. Так что... И вот так. Все. И закончился препаратик. Выпускаем воздух, чтобы не случилось неприятностей. Вот так. И погнали сейчас вторую часть нашего лица. Мезотерапию можно делать столько, сколько вы хотите, если вы самостоятельно все это делаете. Я обычно делаю это раз в неделю, стараюсь. Ну, опять же, в зависимости от того, какой препарат вы используете. Так вот. Кожа у меня сама по себе жирная, плотная. И тип старения у меня мелкоморщинистый. То есть мезотерапия будет очень-очень мне весьма кстати. Погнали здесь, запомним. Так. Меняю ватный диск.
так. Да, иногда это может вызывать небольшое слезоточивость. Как бы это нормально, потому что мы колем лицо. О, я прошу прощения за свой насморк еще раз. Нормально, хорошо. В общем, мезотерапии мы вводим различные лекарственные и питательные компоненты для нашей кожи. Не обязательно это может быть только гиалуроновая кислота. Это может быть и силициум, это может быть и цинк, это еще и могут быть различные витамины. То есть тот же коллаген, например, мы можем вводить при помощи мезотерапии. Но опять же именно для лица. И различные растительные компоненты. Например, если у нас проблемы с капиллярами, то мы можем сделать любой сосудистый этап. Например, ввести центеллу азиатику. Очень хорошо для кожи с проблемами сосудов, тоже купероз, например. Естественно, где у кого проблемная кожа была, да, и у кого есть рубцы постакны, например, как у меня, то в некоторых местах препарат может проходить очень тяжело. То есть вот тут такие так называемые спайки фиброзные находятся, и игла их протыкает, и препарат не всегда проходит хорошо. То есть вы можете еще подсепарировать сам рубец, вот как я делаю. То есть я немножко иглу продвигаю вперед-назад. То есть это так называемая сепарация рубца. То есть мы, условно говоря, если у нас рубец с длинным, скажем так, углублением, да, то есть мы это можем увидеть, то мы иглой приподнимаем дно рубца и заполняем его уже нашим веществом.
таким образом. Чик-чик-чик. И погнали. Ну, мезотерапия, что мне нравится, очень недолгий период восстановления. То, опять же, повторяюсь, поскольку это мой выбор, каждый выбирает любые методы, какие он хочет, никого не осуждаю, никого, соответственно, не принуждаю. Если вам нравятся крема, как бы пользуйтесь кремами. Нравятся там массажи гуаша, как бы это выбор любого человека. И я его, например, уважаю всегда и как мастер. Так. Сейчас посмотрим, где. Ну, здесь у меня может быть синячок завтра. И вот здесь. Сейчас заполняем кое-где еще. Где у нас остались небольшие пробелы. Дозаполним. Препарата у меня еще осталось достаточно. Поэтому я его сегодня доизрасходую. А моя кожа просто его сжирает, как, не знаю, как, знаете, такой измельчитель бумаги есть, шредер, так и у меня кожа сжирает весь этот препарат просто мгновенно на глазах. Поэтому... Здесь еще дополним препаратом. Ну вот на этой половине уже почти ничего не видно. Осталось только здесь. Локально пройтись. Подзаполнить. И все. А вот здесь есть еще. Вот тут. Хоп, хоп. Так что... В любом случае за собой нужно следить, себя надо любить, ухаживать, потому что когда мы не ухаживаем за собой, наша кожа с годами не скажет нам потом спасибо. Поэтому важно, главное, правильно подбирать свой базовый уход. От него зависит очень много. Так. Поэтому, когда на вопрос, колите ли вы себе лицо, все косметологи и кто этим занимается,
вам скажут, что нет, 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 мы не колем, мы не колем, мы не колем. На самом деле можно колоть же не только филлеры, там полимолочную кислоту, ботулотоксины, например. Можно колоть даже и поливитамины, что очень полезно будет для вашей кожи. Поэтому, ну, тут еще чуть-чуть осталось. Его дорасколем. Здесь уже все у меня всосалось, то есть весь препарат уже кожа моя поглотила. Поэтому я делал запасом еще и депо. То есть техника была у меня бугорковая. В принципе, 5 миллилитров состава хватает обколоть все лицо. Ну, можно даже еще и шею захватывать. Еще здесь. Капелька осталась. Дополнительно пройдемся здесь по этим точкам. Ну, и в принципе все. Будем заканчивать наш сеанс. Буквально по чуть-чуть. Линию подбородка. Пойдем здесь еще чуть-чуть. Ну вот и все. Я себе лицо свое проколол. Поэтому любите себя. Используйте все возможные ресурсы для поддержания вашей красоты. Будь то массажи, будь то инъекционная косметология, будь то пилинги и другие процедуры. И не забывайте также любить себя.